под видео на моем канале, под каждым видео размещена ссылка на страницу, на статью, точнее, на статью на моем сайте, где я коротко описываю брокеров, с которыми я работаю. И все равно под каждым видео практически будет обязательно вопрос, с каким брокером вы работаете. Отвечаю на этот вопрос. Несколько брокеров, у которых у меня есть счета, основной брокер – это LMAX, где я торгую и где вы видите мои обзоры, видеотренинги. Вот, в основном это. Также Darwin есть брокер. Ну, там достаточно давно я уже не работаю, хотя есть счет, неплохой брокер. Такой прям интересный. Это MT4. Для MT5 это AMP Futures. Неплохая контора, довольно много инструментов, фьючерсов. И можно смело ее рекомендовать для торговли в МТ5. Если вы торгуете, у нас есть системы для этой платформы тоже. И также у нас есть отдельные счета у нас, потому что у нас есть еще партнерский счет. Кто не знает, это вот ответ на следующий вопрос. Мы к нему сейчас перейдем. Это Interactive Brokers. Вот. Это основные брокеры. Также вы можете зайти на сайт, на эту страницу, да, со статьей и прочитать, что там еще предлагается. Еще раз, я не рекламирую никакой брокер, у меня нет никаких контрактов с брокером. Меня часто спрашивают: Аркадий, с каким вы там, где у вас ссылки, аффилейт всякие, вот эти партнерские, на почту к нам приходят регулярно, давайте сотрудничать, давайте мы вам будем отстегивать какую-то сумму денег. Но я не против такого коллаба, да, такого сотрудничества, но мне бы хотелось с теми, с кем я работаю сам, да, и кого мог бы, наверное, смело рекомендовать своим друзьям, вот так можно сказать. А так просто, можно, почему нет? Но будет ли от этого кайфово? Скорее нет, чем да. Поэтому это самое главное, да, это на первом месте должно стоять. Так, с брокером разобрались, я надеюсь, да. Еще раз, если вы будете снова задавать этот вопрос, я буду обязательно направлять это видео. И вот следующий вопрос, сейчас найду. По поводу, тоже Егор спрашивал. Егор по-прежнему настаивает на общении на «ты». Как организована твоя деятельность? На самом деле вопросы хорошие от Егора, поэтому я обратил на них внимание. Ты работаешь в компании или ты одинокий волк, снимающий отдельно место в офисах? Платишь ли ты кому-либо... Это один комментарий с вопросами. Платишь ли ты кому-либо какой-то процент с прибыли, если работаешь в компании? Налоги, если работаешь сам на себя и так далее. Если это секрет, то лучше не надо говорить. Только настоящие волки умеют хранить секрет. Мне понравился комментарий, потому что вопросы дельные. И что здесь можно сказать? Как организована моя деятельность? Если речь про трейдинг, то я работаю строго 3 часа в день. Если вот так охарактеризовать, 3 часа в день – это с 16 до 19 Москвы. В остальное время я не торгую. То есть я утром могу смотреть на графики, могу записывать видео, какие-то тренинги, но рабочее, именно мое личное рабочее время, когда я торгую, трейдингом занимаюсь, да, это 16 до 19, и в этом промежутке я работаю вторник, среда, четверг с трейдерами, где у меня идет обучение, где мы практикуемся по сигналам, по паттернам, по моим системам, роботам и так далее. То есть такой закрытый час, закрытое пространство, где, подключившись, вы получаете то, что содержится, да, в моих тренингах, в моих системах, да, такого с более глубоким акцентом. Так, идем дальше. Следующий здесь же вопрос. Работаешь ли ты в компании? Нет, я не работаю в компании. Если вам нравится слово «одинокий волк», тогда пусть будет так. Да, у меня есть отдельный офис, где я торгую и куда я приезжаю, чтобы провести встречу с трейдерами. Но на самом деле я там провожу тоже где-то 4 часа в день.
И это обычно вторник, среда, четверг, а понедельник и пятница я не езжу в офис, особенно сейчас, когда на улице снег, гололед, пробки, и как-то не очень хочется. А так, мало времени я провожу в офисе, на самом деле. То есть только для того, чтобы провести встречу. Иногда это помогает, когда ты все-таки в рабочей обстановке. Да. Поэтому да, в офисе. Платишь ли ты кому-то какой-то процент? Кому? Брокеру, если комиссии. Кому еще платить? Налоги, естественно, да. Вы приходите, покупаете обучение, с этого идет налог. Определенно. Вроде все, да? С этим разобрались. И еще, как организована моя деятельность, у нас есть, я говорил, да, уже до этого отдельный счет с партнером. Несколько лет назад мы организовали такое микропредприятие, микрофонд, можно сказать, где были мои личные средства и его личные средства. Потом мы решили, что сначала буду я торговать на этом счете. Я торговал какое-то время, но из-за того, что я еще веду тренинги, есть канал, из-за того, что у меня есть свой отдельный счет, где я работаю, и все это совместить в одно время трудно. Поэтому мы решили, что он будет отдельно торговать на этом счете. Как раз у брокера Interactive, фьючерсами, другими инструментами. В основном это интрадей трейдинг. И позже к нам присоединились еще несколько человек. Да, и этот фонд, да, этот счет стал достаточно большим, шестизначным в валюте. И это тоже, если это можно назвать деятельностью, туда тоже направлено мое внимание. И это довольно хорошая, скажем так, не то что финансовая подушка, но за счет того, что депозит большой, мы берем совсем небольшие риски, да, на позиции. И даже небольшая прибыль, в несколько десятых процента, это довольно существенный профиты, которые, разделив, да, даже на несколько человек, это нормальные деньги. Поэтому это тоже можно отнести к деятельности, потому что нет-нет, да, я отвлекаюсь на этот процесс, мы что-то обсуждаем, какие-то идеи, связанные с управлением и так далее. Но это нигде не рекламируется, это нигде давайте несите денежки, это то есть такого нет. Это нигде, ни для кого, это только, мое и буквально нескольких человек касается. Я предвкушаю просто вопросы, подойдите, Аркадий, покажите, где там можно, я принесу деньги, или не надо нести деньги. Так что, вот такая история. Ладно, переходим к следующим вопросам. Если стратегия приносит деньги, зачем ее продавать? Зачем? Это хороший вопрос. Я недавно поймал себя на мысли, от чего же я на самом деле получаю самый большой кайф, если взять сферу трейдинга. И если честно отвечать на этот вопрос, самый большой кайф я получаю только тогда, когда я торгую хорошо. Не когда вы приходите и заказываете продукты, покупаете их. Да. Хотя, как я ответил на комментарий трейдера, деньги не бывают лишними. Да. Лишние. Лишние не бывают лишними. Да? И вопрос, почему, да, я торгую хорошо, с чем это может быть еще связано? С тем, что я веду очень много тренингов. Каждый раз повторяю одну и ту же информацию. И тренинги, в свою очередь, для меня это кайф. То есть здесь все взаимосвязано. Да? Потому что, если бы я вел неинтересные тренинги, наверное, как-то никому это не надо было, и вас практически бы не было. Да, и никто бы не подключался к нам, никто бы не обучался, никто бы не чувствовал, что часто мне тоже трейдеры пишут: Аркадий, благодаря вашим тренингам у меня случился прорыв, что-то еще. Какое-то влияние это оказывает на аудиторию, и, наверное, это тоже одна из целей. А не то, чтобы заработать, продавая что-то. То есть это не есть самоцель, потому что не может принести кайф.
Ну, просто вот это само по себе безэмоционально. Нет эмоциональной связи вот с тем, что просто если взять сухой, вот вы купили продукт, я продал, а вы купили, да, систему или там робот, связи нет никакой эмоциональной. А через обучение, через тренинги, через влияние на, скажем так, ваш трейдинг, да, когда вы смотрите, неважно, открытые, закрытые тренинги, вы смотрите, и что-то начинает у вас меняться, улучшаться. Вот это приносит кайф, и это, в свою очередь, когда я каждый раз веду тренинг, влияет на мой результат, потому что я закрепляю одно и то же уже годами, эти сигналы мы торгуем, да, одно и то же. И настолько это уже въедается в мозг, что становится привычкой. Ну и, конечно, это определенное времяпрепровождение, когда ты можешь, да, какую-то тоже душу отвести, что ли, в какой-то мере, провести тренинг, пообщаться. Ну, в конечном счете, я люблю общаться. Вот, и все это в совокупности. То есть нельзя рассматривать это как одно, вот, что вот ты продаешь, и ты вот почему ты продаешь. Да. Финансовый именно вот момент здесь, на мой взгляд, играет самую маленькую роль, потому что, ну, истинный кайф мне приносит мой трейдинг, когда я делаю деньги, когда я торгую по правилам, когда рынок благоприятный, да, ну, как-то так вот, наверное. Да. Ну, надеюсь, мне удалось достаточно ответить на вопрос, который, возможно, мучает, будоражит просто умы, сердца трейдеров. Так, окей, идем дальше. Следующий вопрос.